Всем привет! Сегодня в этом видео моя задача разобрать, промыть и дать вторую жизнь пистолету для монтажной пены. Пистолет был оставлен без баллона, поэтому пена в нем засохла везде, где можно. В нем даже курок не нажимается при открученной гайке. Вот я гайку откручиваю, и бесполезно. Так сильно все засохло. Ну что, начинаем разбирать. Откручиваем данную гаечку. Здесь будет сейчас пружина. Так, в сторонку ставим. Вот он. Бесполезно, курок не нажимается. Теперь нам надо открутить вот это вот сопло. Здесь внутри трубки проходит игольчатый клапан или игольчатый шток. Он хорошо подогнан к этому седлу, и при закрытии он хорошо держит, не пропускает пену. Как мы нажимаем на курок, этот игольчатый клапан отходит от седла, и пена выходит. В данный же момент у нас тут ничего не шевелится, ничего не открывается. Поэтому сейчас будем откручивать вот этот вот наконечник и будем откручивать вот эту вот саму трубку. Так, я воспользуюсь тисками. Берем ключ на 10. Сперва попробую на руках, пойдет он или нет. Взял накидной ключ. Пробуем. Так, что-то пошло. Пошел наконечник. Довольно-таки легко. Если бы он плохо бы не откручивался, можно было бы опустить его в растворитель. Для того, чтобы откис, и тогда бы мы открутили. Но у меня он открутился довольно-таки хорошо. Так. И вот он сам игольчатый клапан, о котором я говорил. Здесь тоже у нас вот будем чистить все. Вот сам клапанок игольчатый такой вот такой он конфигурации. Вот стал он шевелиться. Вот он стал шевелиться после того, как мы открутили наконечник. Теперь, чтобы его вытащить, нам надо открутить вот эту вот гаечку. В этой гаечке находится резиновый сальник, который препятствует выходу пены вот сюда вот на курок. Вот мы открутили, сальник там внутри, я потом постараюсь вам его показать. Теперь давайте попробуем открутить вот эту вот трубочку. Зажимаю ее в тиски, чтобы была большая площадь прижима, чтобы не помять ее саму. И сейчас будем пробовать откручивать. Проворачивается в тисках. С трудом, но пошла. Тиски вам в помощь. Так, откручиваем сам пистолет. Так, уже как-то веселее стало. Вот он, игольчатый, так сказать, шток. Сейчас я трубочку вытащу из тисков. Так, тоже она вся вон забита. Сейчас я вам... Вот. Будем ее тоже прочищать. Так, теперь бы нам вот этот вот бы шток вытащить. Здесь у нас гайку мы открутили. Переходим вот сюда. Постучали, тут у нас выпадает две шайбочки. Две шайбочки. Дальше
не тянем, а начинаем откручивать. Здесь вот такая конфигурация, тут надо открутить. Если вы будете тянуть, ничего у вас не получится. Вот мы открутили, кладем на место. И сейчас будем пробовать вытаскивать игольчатый клапан. Чтобы вытащить нам вот этот вот игольчатый шток, я плоскогубцами его тяну вот вперед, чтобы его сорвать. Там же пена. Так, вот я сорвал, но вот здесь вот мешает резьба его вытащить. Поэтому надо вытаскивать его в другую сторону. А чтобы вытащить, надо хотя бы вот здесь вот почистить от пены. Чистится довольно-таки легко. Я думаю, труда вытащить теперь нам не составит. Сейчас я по-быстренькому почищу. После того, как я вот почистил вот этот вот шток игольчатый, я думаю, труда вытащить его не составит. Вытаскиваем вот в эту вот сторону. Я его покручиваю. Здесь вот чуть-чуть засохшей пены, вот поэтому он туговато идет. Я воспользуюсь плоскогубцами. И вот он у меня пошел. Но если бы я его не почистил, я бы его не вытащил бы. Так, беремся аккуратно, чтобы... И вот мы его аккуратно вытащили. Так, вот наша гаечка тоже. Смотрим, тут пена, тут мы ее тоже почистим. Теперь нам надо открутить вот этот редуктор. Внутри мы видим шарик. Я здесь чуть почистил от пены. Пробуем. Довольно-таки легко пошел. Мы его тоже почистим. Но он не сильно в пене. Здесь у нас тоже, там вот я вижу, засохшая пена. Мы ее тоже почистим. Все, в принципе-то мы разобрались. Сейчас я его почищу и обратно соберем. Меня вот интересует, что вот эта вот загаечка. Вот хочу ее открутить. Посмотреть, что она крепит. Ну, скорее всего, ручку. Ну, интересно же. Взял вот ключ на 14. Интересно, что там такое у нас. Да, видно. Да, просто ручка. Здесь вот шпилька. Все элементарно просто. Тут нечего чистить. Я просто так раскрутил для интереса. Все, собираем на место. И закручиваем. Теперь будем знать, что вот эту гаечку нечего трогать. Тут нечего чистить. Так, сейчас я по-быстренькому почищу. Вам в ускоренном режиме покажу. В это время можете пока подписаться, поставить лайк, написать какой дельный комментарий. Всегда буду рад и признателен вам. Так, погнали. После того, как я почистил все детали пистолета, я его буду собирать. Советую вам досмотреть это видео до конца, так как тут есть некоторые моменты, которые надо учитывать при сборке пистолета. Так, вот для наглядности хочу вам показать, как действительно происходит закрытие подачи пены из пистолета. Вот он сам игольчатый шток. И вот седло, в которое он входит. Вот таким способом мы перекрываем подачу пены из пистолета. Так, ну ладно, это я отвлекся. Начинаем собирать. Собираем пистолет в обратной последовательности. Вот этот вот игольчатый шток мы просовываем через весь пистолет.
Дальше не забываем вот про эту гаечку. И я вам хотел показать резиновое колечко уплотнительное. Ну, тут не видно будет. Ну, короче, вот здесь вот оно находится внутри. Тут плохое освещение. Но факт тот, что если у вас отсюда пошла пена, знайте, что надо заменить там колечко. Так, вот мы просовываем. Одеваем вот эту вот гаечку. И пошли дальше. Затем накручиваем типа удлинителя. Можем даже поддержать плоскогубцами, чтобы потуже закрутить. Но я закрутил от руки, думаю, достаточно. Она не открутится. Теперь мы протягиваем через весь пистолет. Вот. Закручиваем вот эту вот гаечку. Идет она легко. Ключик тут на 8. Сильно не затягиваем. Все. Так. Дальше нам просовываем до упора. После этого 2 шайбочки, которые здесь стояли. Затем идет пружинка. Ее можно, кстати, смазать селидольчиком. Внутри вот здесь вот находится шарик. Я когда разбирал, вам не показал. Но вот он здесь находится. Не потеряйте его. Закручиваем. Но я просто наживлю. Вот. Теперь можем спокойно мы закрутить на трубочку наконечник. Я вот даже от руки закручиваю. Можем трубочку в тисках вот зажать. Это для того, чтобы наконечник потуже закрутить. Вот так вот. Сильно тоже тянуть не буду. Мало ли придется раскручивать, потом самому тужится. Так, и закрутить нам надо трубочку. Трубочку, думаю, тоже ничего сложного не будет нам ее закрутить. Опять же таки зажму в тиски. Тиски хорошо выручают. И подтянем. Не сильно, но подтянем. Потому что от руки тут не получится. Здесь внутри там будет пена. Все, я думаю, достаточно, чтобы нам не переусердствовать. И осталось нам поставить редуктор. Чтобы поставить редуктор, вот здесь становится прокладочка. Так, минуточку остановлюсь на редукторе. Как я уже и говорил, вытаскивать я шарик отсюда не буду. Там что внутри? Шарик, пружинка и вот тут вот навтулочка. Вот я все почистил. Шарик у меня хорошо ходит. Я вот нажимаю на него, он туда-сюда ходит. Поэтому я его трогать не буду. Ну и все, закручиваем мы редуктор. Тоже затягиваем с небольшим усилием, потому что здесь вот находится прокладочка, которая не даст пене выйти наружу. Ключ я использую номер 19. Затягиваем тоже вот так вот от руки. Вот так вот затянули. Все. Ну, в принципе, у нас стал сейчас курок работать. Я нажимаю, пружина его откидывает. После того, как мы собрали полностью весь пистолет, его надо нам отрегулировать.
Регулировка заключается вот в чем. В данном случае у нас курок находится в крайнем правом положении, и отверстие должно быть здесь закрыто. На самом же деле, как мы видим, оно у нас открыто. И если мы сейчас поставим баллон в редуктор, то пена будет отсюда выходить, и мы не сможем ее перекрыть. То есть длины игольчатого штока не хватает до закрытия данного отверстия. Как нам это отрегулировать? Откручиваем вот этот вот винт, болт. Как вы помните, я когда собирал, то вот эту вот часть я накручивал на игольчатый шток. Теперь нам, чтобы удлинить игольчатый вот этот вот шток, нам надо открутить вот эту часть. Если руками у вас не получается, берем плоскогубцы и откручиваем. Смотрим, чтобы игольчатый шток не проворачивался. Если проворачивается, то держим его плоскогубцами. И откручиваем. Вот я сорвал. Сейчас у меня идет от руки. Несколько витков я сделал. Теперь нажимаем на этот шток с усилием. И смотрим теперь на отверстие. Отверстие сейчас у нас перекрылось. Вот. Сейчас чтобы вы видели. Отверстие у нас перекрылось. Выходит, что регулировочку мы сделали правильно. И теперь при наворачивании баллона пена у нас не будет отсюда выходить до тех пор, пока мы не нажмем на курок. Все, теперь мы собираем все на место. Закручиваем вот этот винт большой. И смотрим сейчас на отверстие. Вот оно у нас сейчас закрыто. Я нажимаю на курок. Отверстие открыто. Отпускаю, закрыто. Открыто, закрыто. У нас пистолет работает исправно. Теперь мы спокойно можем ставить баллон в редуктор и пользоваться данным пистолетом. Ну вот и все. На этом видео я хочу закончить. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.